это еще суметь, мать твою? У меня просто слов нет. Пау! Здорово, чумбы! С вами Order Project, и сегодня я хотел бы с вами обсудить текущее техническое состояние Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation. Разумеется, с патчами игра стала выглядеть, гораздо лучше. В плане графики, разумеется, как и обещали разработчики, никаких изменений, просто потому что железо 2013 года не вывозят. Но это мы с вами прекрасно понимаем. Ну а что насчет багов? FPS, это, наверное, вас больше всего интересует. FPS где-то стал лучше, то есть более стабильным, где-то все еще проседает. В частности, в городе FPS любит так проседать. Но это тоже дело решаемо, просто сделайте дефрагментацию реестра своей консолечки, и будет все так, как у меня сейчас на данный момент в пустоши. Ну а по багам есть неприятные баги, о них, я думаю, нужно сказать. Точнее, есть прям вот один баг, который так сильно раздражает, и хочется игру закрыть, потому что, камон. А вот, собственно, и он. Насколько мне известно, на ПК его пофиксили, а вот на консоли с самого релиза он продолжает быть. Да, это мерцающая одежда V на весь экран, иногда бывает на пол экрана. Если смотреть вверх, то это как бы не видно, потому что это одежда, которая одета на вашем, собственно, V, и вот она вот такие вот неприятные ощущения создает. Не очень удобно как бы смотреть, что тут за лут лежит, стрелять не очень удобно, мешает как бы. Вот этот баг, он раздражает. Его можно лечить, есть способ, чтобы у вас такое не возникало. То есть вы берете, когда находитесь в машине, вот ехали вы от третьего лица, вы переходите сначала вид от первого лица, а потом только выходите, а не сразу. Если вы выйдете сразу, то этот баг повторится. То же касается других багов, то с ними борьбу активную разработчики ведут. И патчи, вот в частности патч последний был просто, вах, прям хорошо так подправили игру, но Hotfix как будто ухудшил ее, что ли. Но, возможно, я сильно придираюсь после продолжительной игры в Red Dead Redemption. Все-таки Rockstar могут в оптимизацию, и сейчас такие игроки на ПК, которые играли в Red Dead Redemption на старте. Слышь, ты чё баканул, а? Там игра была неиграбельна пару месяцев. Да, было такое, но на консоли они как-то смогли с оптимизацией. Разработчики из студии CD Projekt Red, наоборот, на ПК справились лучше, чем на консоли. Но я считаю виноватым здесь только руководство. Это оно виновато, оно там гнало, сроки ставило, инвесторов обманывало, игроков обманывало, да и продолжает этот их глава до сих пор, так скажем, вешать нам лапшу на уши. Смысла кричать в комментариях в социальных сетях, где есть CD Projekt, типа гоните нам DLC, нам скучно, нечего делать, пока глупо, потому что есть еще баги, которые желательно было бы исправить. Как, например, вот тот, который я показал, потому что он реально самый раздражающий. Все остальные, они терпимые. Теперь, что же касается вылетов. Да, вылеты в игре присутствуют, но за последние пару месяцев я вылетел 2 раза, и это было, разумеется, относительно недавно. То есть до этого вылетов у меня не было, и произошли они прям в таких жестких местах, где прям куча противников, и еще вместе с тем багом, где одежда Ви мелькает, вот как сейчас. Собственно, и происходила вот эта вся непонятная ерундовина под названием вылет. Но это что ж, железо как-никак 2013 года. Дело терпимое, причем автосохранения в данной игре сделаны на уровне. Я вам отвечаю. Можете им смело доверять. Не знаю, в какой еще игре можно доверять автосохранениям, но в Киберпанке 2077 можете довериться им смело. Ну а теперь главный вопрос, который мучает некоторых игроков. Когда данную игру вернут в PlayStation Store? Я думаю, вполне логично было бы ее вернуть после следующего крупного патча, когда самые раздражающие баги уже будут точно устранены. Так как игра вполне себе годная, играбельная, но есть некоторые баги, как один из тех, который сегодня показал и о котором уже куча раз говорил, просто он реально раздражает, вы уж меня извините, это никакой не хейт в сторону поляков, но этот баг серьезно сильно раздражает, это большой жирный минус.
Ну а с вами был Order Project. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии по поводу Киберпанка и просто что у вас наболело. Пишите, в общем, пообщаемся, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока-пока. То, что надо. Мне нравится, как ты работаешь. Я хочу подключить тебя к новому заказу. Мне кажется, тебе прилив адреналина не помешает. Конечно, не исключено, что ты подорвешься, но давай честно. Вся наша жизнь — одно большое минное поле.